Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня, прежде чем записывать мастер-класс, я хочу с вами поговорить. Я хочу сделать серию рюкзачков с плюшевой пряжи, так как и не только, а также детских шапочек. Я где-нибудь вставлю фото, я уже начинала вязать в прошлом году. Но оказалось, что это уже весна, и, и как бы это были не актуальны мастер-классы. Поэтому я их отложила на следующий год. Не было смысла писать мастер-классы, но начну писать, но сейчас начну с рюкзачков, а потом перейду плавно к шапочкам. Так как идет зима, и они будут очень актуальны, а также можно сделать отличный подарок, нужный, индивидуальный. На него все будут обращать внимание. Этот рюкзачок подойдет как для детей, так и для подростков. Ну, думаю, даже можно и для взрослых. Это очень полезная вещь, и ее можно пользоваться каждый день. Этот рюкзачок будет отличаться тем, что на клапане будут вывязаны разные мордочки зверей или других персонажей из мультфильмов. Для этого я бы хотела спросить у вас, какие бы вы хотели связать зверей или персонажей из мультфильмов? Что вообще сейчас популярно? И нужно ли вообще такие мастер-классы? Мне очень бы хотелось знать ваше мнение. Мои мастер-классы будут построены таким образом, что я не буду каждый раз записывать мастер-класс самого рюкзачка, а сделаю отдельным видео на основу самого рюкзачка. И буду просто вставлять в мастер-класс это видео. Вот, он будет в серединке. А вот оформление клапана самого, мы будем уже вязать вместе с вами. Ну, для себя, пока я еще не знаю вашего мнения, я определила, что я начну с котика. Хотела связать котика, единорожку, зайчика, сову, мишку. Ну, то есть самые стандартные и, ну, скажем так, пользующиеся популярностью игрушечки я бы хотела связать. Ну, а также обязательно я бы хотела от вас обратной связи, какие бы вы хотели видеть мастер-классы рюкзачков, ну и также шапочек. Значит, давайте сейчас измерим рюкзак этот по размеру. Он подходит и для подростков, как я уже сказала. Он у меня на лямочках и на вот таких вот движущих, не знаю, как они называются, вот, где можно регулировать сами лямочки, то есть делать больше и меньше. Также застежка. Застежку можно любую взять, можно вот такую вот застежку, можно магнитик, можно просто она будет лежать у вас на рюкзачке, то есть вы уже тоже сами смотрите. Также я вывязала тоже веревочку, которая будет держать сам рюкзачок. Можно тоже либо приобрести любой шнурочек, либо вывязать. Я вывязывала. Мне нравится, когда вот они вот такие вот закрученные выглядывают из-за клапана. То есть вы тоже смотрите, ну, на свое усмотрение. Значит, очень вместительный, донышко очень такое хорошее. То есть глубина, сейчас мы все померяем, размериваем, сейчас расскажу и покажу. Значит, размер донышка, я тут приготовила метр. Сейчас вам все покажу. Значит, размер донышка у нас длина 20 сантиметров.
а ширина 10 сантиметров. Вот. Но так как я делала еще прибавочки, помимо того, что у нас вывязано донышко, то ширина самого рюкзачка 25 сантиметров. То есть в объеме 50 сантиметров. То есть очень вместительный рюкзачок. Это не самый манюсенький, а я же говорю, что он подойдет и для подростков тоже. Так, и длина. Длина самого рюкзачка, если так выровнять, ну, тоже где-то приблизительно 24-25 сантиметров. Вот 24-25 сантиметров. Вот такой вот рюкзачок. Я уже, как я вам сказала, я уже его связала. Мастер-класс у меня записан. Я его просто вставлю сейчас, перед тем, как будем вывязывать клапан и мордочку. А вот еще хотела добавить, что если вы будете вязать из одного цвета, то вам понадобится 2 моточка. Вяжу я из толстой плюшевой пряжи, либо Himalaya Dolphin Baby, либо Yarn Dolce. Хочу вам сказать, что в мастер-классе ниточки идут разные. Даже если я вяжу одним крючком, даже если я вяжу из одной, допустим, Dolce, но разные, получаются разные размеры, разные цветов пряжи. Поэтому в мастер-классе я указываю, какую высоту я вяжу, высоту самого рюкзачка. Вот. Ну, теперь, если вы хотите связать со мной рюкзачок, то, пожалуйста, приглашаю вас связать сначала основу. Сейчас я ставлю, как их говорила уже видео, как вязать сам рюкзачок. А позже мы с вами встретимся и оформим мордочку кошечки. Приятного просмотра и вязания. Что нам понадобится для вязания нашей основы рюкзачка? Значит, мне понадобится 2 моточка толстой пряжи. Значит, на данный момент у меня Himalaya Dolphin Baby. Пользуюсь я еще и Yarn Dolce. Значит, понадобится нам 2 моточка для вязания нашей основы рюкзачка. Итак, еще нам понадобится вязать, я буду крючком номер 4. Маркер, кому необходимо, и ножницы для обрезания ниточек. Итак, приступаем к вязанию нашего рюкзачка. Начинаем мы с донышка. Значит, и набираем мы с вами 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот мы провязали с вами цепочку из 16 воздушных петель. С 3 петли от крючка мы начинаем с вами вязать. Итак, делаем накид. Вязать полностью рюкзачок мы будем столбиками с накидом. Поэтому делаем накид. И в 3 петлю от крючка мы провязываем с вами 3 столбика с накидом в 1 петлю. Раз, 2 и 3. Дальше провязываем по цепочке 12 столбиков с накидом. Итак, остается у нас последняя петелечка. В последнюю петлю мы с вами провязываем 6 столбиков с накидом в 1 петлю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Дальше разворачиваем вязание, ввязываем хвостик и провязываем по второй стороне 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, в последнюю петлю от крючка мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь делаем соединительную петлю. Смотрите, вот у нас первый столбик. Немножко. Вот. Первый столбик у нас. Вот это вот идут воздушные петли. Мы соединительную петлю делаем вот в эту вот первый столбик нашего ряда. Вот в первый столбик. То есть делаем вот так. Вот так вот. Вот первый ряд провязан. Следующий ряд. Делаем 2 воздушные петли. В эту же петлю мы провязываем прибавку. То есть 2 воздушные петли. Это не считается столбик с накидом. Он не считается. Поэтому мы в эту же петлю провязываем 2 столбика без накида. Дальше в следующую петлю 2 столбика без накида. И в следующую петлю 2 столбика без накида. То есть делаем первые 3 прибавки. Дальше провязываем 12 столбиков без накида. Итак, теперь мы должны провязать с вами 6 прибавок. То есть в каждый столбик. В каждый столбик мы должны провязать по 2 столбика без накида. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая. И шестая. Дальше мы провязываем 12 столбиков без накида. И дальше остается 3 столбика. В эти 3 столбика тоже провязываем 3 прибавки. В каждый столбик 2 столбика без накида. Ой, с накидом. Столбики с накидом. Немного запуталась. Столбики с накидом. Вяжу столбики с накидом, а говорю без накида. Так, столбики с накидом. И опять соединительный столбик мы с вами соединяем в первый столбик. Вот в первый столбик первой петли. Вот так вот. Так как у нас 2 воздушные петли, вот набираем 2 воздушные петли на третий ряд, и они не считаются как столбик с накидом, поэтому мы соединяем соединительной в первый столбик соединяем. Теперь третий ряд, набрали 2 воздушные петли, и теперь провязываем таким образом. В эту же петлю мы провязываем прибавку. Дальше 1 столбик без накида. Дальше прибавка. Дальше 1 столбик опять без накида, с накидом. Дальше следующая прибавка. В следующую столбик с накидом. Провязали. Теперь провязываем 12 столбиков с накидом. Дальше вяжем по схеме. Первую прибавку. Следующую 1 столбик с накидом. Следующую прибавка. Следующую 1 столбик с накидом. Следующую прибавка. Следующую 1 столбик с накидом.
следующую прибавка, следующую 1 столбик с накидом, следующую прибавка, следующую 1 столбик с накидом и последняя прибавка и 1 столбик с накидом. Дальше провязываем 12 столбиков с накидом, и в конце остается у нас по схеме нужно провязать, значит, 1 прибавка и 1 столбик с накидом, и так 3 раза. В конце у нас должно получиться 60 столбиков. 60 столбиков. Итак, 4-й ряд вяжем таким образом. 2 воздушные петли и вяжем по схеме. В эту же петлю мы провязываем прибавку, 2 столбика с накидом в эту же петлю. Дальше мы провязываем 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Так нужно провязать еще 3 раза по схеме. Прибавка плюс 2 столбика с накидом. Дальше мы провязываем 12 столбиков с накидом. Здесь вот по закруглению мы провязываем по схеме прибавка плюс 2 столбика с накидом. Так повторяем 6 раз. Дальше провязываем 12 столбиков с накидом. И заканчиваем мы по схеме. Повторяем 3 раза прибавка плюс 2 столбика с накидом. В конце ряда у нас должно получиться 72 петли. Давайте провяжем. Итак, мы с вами провязали 4 ряда. По окружности у нас идет 72 столбика с накидом. Донышко у нас уже связано. Теперь давайте с вами будем вязать, значит, стенки нашего рюкзачка. 5-й ряд вяжем за заднюю стеночку петли. И вяжем таким образом. Итак, 5-й ряд. Набираем 2 воздушные петли. В эту же петлю мы 5-й ряд мы провязываем весь за заднюю стеночку петли. Поэтому делаем накид и провязываем за заднюю стеночку петли в эту же петлю. Прибавку. Дальше провязываем 5 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываем прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю за заднюю стеночку. Дальше провязываем 22 столбика с накидом за заднюю стеночку петли. Дальше провязываем прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю за заднюю стеночку, напоминаю. Дальше провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываем с вами 2 прибавки подряд. Первая прибавка. И вторая прибавка сразу же. Дальше 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываем прибавку
И дальше провязываем 22 столбика с накидом. Итак, следующую провязываем прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. И остается одна петля, провязываем прибавку. Таким вот образом мы расширяем стеночки, и они будут немного шире, чем наше донышко. Делаем соединительную петлю в первый столбик предыдущего ряда. Все, дальше делаем 2 воздушные петли. В этот же, так как у нас не считается первые воздушные петли столбиком с накидом, поэтому в эту же петлю мы провязываем столбик с накидом. И дальше по кругу без прибавок и убавок уже за полную петельку мы с вами провязываем 20 сантиметров, то есть по высоте. Поэтому все 80 столбиков у нас получается, 80 столбиков с накидом. Теперь по кругу мы провязываем, чтобы стеночка, размер стеночки был, вернее высота стеночки была 20 сантиметров. Все, давайте с вами провяжем эти ряды. Следующие ряды мы вяжем за полную стеночку, за 2 полупетельки, то есть за полную стеночку петли, и без прибавок и убавок вот так вот провязываем. Давайте с вами провяжем и встретимся. Итак, вот я провязала уже 15 рядов. Вот такая вот деталь у меня получается. Теперь будем с вами вязать лямки. Я уже их связала. Для чего мы будем их вязать сразу? Потому что мы будем эти лямочки ввязывать, чтобы их не пришивать. Поэтому я уже связала вот такие вот 2 лямочки, значит, длинные и одну коротенькую. Значит, давайте я вам быстро расскажу, как вязать, потому что ну, нет смысла показывать. Вот, все вяжется по кругу. Поэтому длинная лямочка, мы набираем 90 воздушных петель. И со второй петли от крючка мы провязываем 3 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываем 87, вот так вот ровно, 87 полустолбиков с накидом. На углу вот здесь вот мы в конце, последняя петля, мы провязываем 6 полустолбиков с накидом в одну петлю. И дальше вот возвращаемся 87 полустолбиков с накидом. И в последнюю петлю 3 полустолбика с накидом в одну петлю. Мы такие вот провязали 2 детали, 2 лямочки. Коротенькая лямочка вяжется точно так же, только мы набираем 25 воздушных петель. И провязывается точно так же, как и большие лямочки. Вот, думаю, на этом мы останавливаться не будем, потому что это, ну, как бы слишком долгое видео будет. Итак, как мы будем с вами его провязывать? Значит, так как мы с вами... что еще хотела сказать. Значит, я не провязала 20 сантиметров, а я провязала 19. То есть следующий ряд, он будет последним. Столбики с накидом. И в этот ряд мы будем вязывать с вами, в последний ряд мы ввязываем с вами лямочки. Значит, лямочки мы будем с вами ввязывать. Значит, вот эти вот 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это вот полукруг, который мы с вами, ну, скажем так,
провязывали, мы будем этот полукруг вязывать, то есть 6 столбиков с накидом мы будем провязывать. Поэтому, значит, как мы с вами меряем, где мы будем с вами ввязывать лямки. Я беру вот это вот донышко, выравниваю его, то есть у нас на донышке 1, 2, 3, 4 ряда провязано. И вот так вот его выравниваю. Сейчас, минуточку, пошуршу. Так, вот так вот его выравниваю. Аккуратненько, вот оно так вот изгибается. И вот так вот выравниваю, чтобы оно не кривило. И по углам я вставляю маркеры, чтобы не запутаться. Вот. Дальше разворачиваю и примеряю точно так же на вторую сторону. Не перекосило ли наш верх, верхушечка наша. Не перекосила, то есть все нормально. Теперь, значит, я соединяю вот эти вот два маркера. Соединяю и выравниваю, чтобы наши маркеры совпадали. И в зависимости от того, где у вас будет задняя стеночка, ну, в принципе, это цельная деталь, поэтому нет смысла, не имеет значения, где, с какой стороны вы будете вставлять, провязывать эти лямочки. Поэтому я возьму и вот с этой стороны поставлю серединку себе. Вот. И теперь я знаю, что вот это и есть серединка нашего портфельчика, нашего рюкзачка. Теперь определяю маркерами наши петли, где я буду провязывать их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эти вот этот полукруг я буду ввязывать. Первое. И точно так же отмечаю здесь. То есть это те петли, на которых мы делаем прибавку. Вот. Вот эти петли мы будем с вами ввязывать. Дальше точно так же и здесь. Ниточку обрежу. Значит, здесь я отмечаю точно так же. Маркерами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все правильно. А вот и здесь, с этой стороны, ниточку мы потом, пряжу мы потом вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И вот так вот будем вязывать одной деталью. Вот приготовили мы 2 детали. И теперь давайте будем начинать вязать последний ряд и ввязывать при этом лямочки. Ну что ж, так, начала я последний ряд свой, 16. А вот начала, как обычно, я с 2 воздушных петель начала провязывать и провязала уже первую лямочку вместе с коротенькой ручкой. Значит, если вы не хотите ввязывать, вы можете пришить. Вот, но есть вариант просто вязать, чтобы не пришивать, потому что я не люблю пришивать, вот, и как можно меньше у меня всегда пришивных деталей. Поэтому я стараюсь, если можно будет, если есть возможность вязать, я ввязываю.
Вот, значит, я не вот отступила 7 столбиков от нашей серединки, 7 столбиков, провязала 6 столбиков с накидом вместе с ручками. Вот провязала еще один столбик с накидом и провязала один столбик с накидом там, где наша серединка. Я ее уже убираю, эту серединку. Провязываю еще один столбик с накидом. И дальше будем ввязывать с вами вместе. Соединяем. Немножечко будет неудобно, но это лучше, чем пришивать, мне так кажется. А вы смотрите сами. Итак, я одеваю сразу две детали и ввожу так вот, и ввожу первую петлю, провязываю, делаю накид, провязываю следующую, второй столбик с накидом, дальше третий столбик с накидом, так. Дальше четвертый, дальше пятый, и снимаем маркеры, и шестой провязываем точно так же. Вот таким вот образом. Вот, провязали мы с вами две детали. Ручку ставим таким образом, чтобы она была, ну, не перекрученная. Вот, две лямочки вязали. И теперь до конца ряда мы с вами провязываем столбики с накидом. Все. Давайте провяжем, соединим и встретимся. Итак, я довязала ряд, уже зафиксировала ниточку, оторвала ее. Сейчас мы будем с вами клапан вывязывать. Хочу вам показать вот то, что у меня получилось. Вот, очень аккуратно. Дело в том, что если вы будете пришивать, все равно вы не пришьете так аккуратно, если вы будете ввязывать. Здесь абсолютно ничего не видно. То есть очень аккуратно и крепко будет держаться, потому что вы это вязаное можете еще для собственного, скажем так, успокоения еще пройтись, допустим, ниточками прошить. Ну, думаю, этого достаточно. 6 петелек, ну, как бы это будет крепко держаться. Забыла вам сказать, что лямочки я сделала другого цвета. Не захотелось сделать другого цвета. Вот, но цвет это не имеет значения. Вы можете взять тот же самый цвет. Тот, который, ну, как бы под цвет рюкзачка. А вот, так как эти рюкзачки у меня будут, скажем так, с мордочками зверюшек, то я уже себе наметила, что это будет кошечка у меня. Вот, и я уже захотела, чтобы лямочки у меня были уже такого цвета, потому что кошечка у меня будет и мордочка выглядеть такого цвета. Можно менять разные цвета, можно комбинировать, то есть вы сами выбираете, какого цвета будет у вас рюкзак, лямочки и так далее. Итак, серединки я не убирала, потому что нам они еще нужны. Мы сейчас с вами будем вывязывать клапан. Поэтому для этого нам нужно взять опять два маркера. Вот, и с вами выбрать, где мы будем с вами ну, оформлять клапан.
Я отступаю от серединки, отступаю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ставлю, итак, еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, и ставлю сюда, в эту петельку, маркер, и отсюда отступаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, провязали мы первый ряд. Маркеры мы можем уже снять, они нам не нужны. И теперь провязываем дальше. Значит, провязываем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и начинаем вязать не с первой петли, а со второй. То есть делаем накид, и во вторую петлю от крючка мы провязываем до конца ряда столбики с накидом. То есть не с первой петли, а со второй. Или можно сделать убавку первую. Сделать первую убавку. В следующем ряду я покажу, как это сделать. Все, давайте провяжем до конца ряда столбики с накидом. Итак, провязали мы второй ряд до конца. Опять делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И в начале делаем убавку. Делаем накид в первую петлю. Выводим рабочую нить, провязываем только один раз. Опять делаем накид в следующую петлю. Заводим крючок, выводим рабочую нить и провязываем только один раз. 3 петли на крючке и вот так вот в один. Все, и дальше провязываем до конца ряда. До конца ряда столбики с накидом. Давайте провяжем. Итак, провязали мы до конца ряда. Теперь делаем точно так же. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Провязываем убавку впереди. Раз. И в следующую. 2, 3 петли на крючке, провязываем. И опять до конца ряда провязываем столбики с накидом. Так нужно провязать еще 4 ряда. Всего у нас должно получиться 7 рядов. 1, 2, 3. Еще 4 ряда давайте провяжем. Итак, провязали мы 7 рядов. Вот так уже у нас клапан закрывается. Я отмечаю маркерами начало и конец ряда, потому что ниточка пушистая, я не всегда ориентируюсь по петелькам. Кто ориентируется, можете не ставить. Значит, теперь 8 ряд мы провязываем таким образом. Делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и делаем в начале убавку. Провязав убавку, я переставляю маркер вот в первую петлю. И продолжаем вязать с вами столбики с накидом до конца ряда, оставив 2 петелечки в конце. Итак, оставив 2 петелечки в конце, мы провязываем в конце тоже убавку. Делаем накид, выводим рабочую нить и провязываем один раз. Петелечка остается на крючке. Дальше делаем накид в следующую петлю, провязываем один раз. И вот остается 3 петелечки на крючке и провязываем сразу 2 столбика. И таких рядов нам нужно провязать еще 3, чтобы в конце и в начале мы делали, вернее, в начале и в конце мы делаем убавку, и провязать так нужно 3 ряда. Давайте провяжем. Так, провязали мы с вами еще 3 ряда и делаем последний ряд. Воздушная петля 1, разворачиваем вязание. И последний ряд вяжем таким образом. Провязываем первую убавку таким образом, вторую убавку,
таким образом. Дальше полустолбик с накидом. Дальше провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше провязываем, делаем накид, провязываем полустолбик с накидом. И дальше в конце делаем 2 убавки. Первая убавка и вторая убавка. Снимаем маркер, обрезаем ниточку и фиксируем последний ряд. Вот таким вот образом, чтобы у нас было такой полукруг, продолжение полукруга, не ровное обрезание, скажем так, вот, а полукруг такой. Вот, и тут оно выровняется, потому что мы еще будем делать с вами обвязку. Обвязку мы начинаем делать с угла, вот отсюда. Делаем, присоединяем теперь ниточку и делаем одну воздушную петлю. И вот таким вот столбиками без накида по всей детали то есть вот по клапану, по крышечке нашей, то есть затем идем по клапану и возвращаемся вот в наше положение столбиками без накида. Давайте провяжем. Давайте довяжем до клапана. Дальше я расскажу, как мы будем вязать с вами, обвязывать клапан. Итак, довязали мы до угла. Угол мы провязываем, вводим крючок вот в ту часть, где, откуда мы первый столбик провязывали, и выводим. А второй раз крючок вводим уже за стеночку и выводим крючок. И вот таким вот образом провязываем. То есть это не убавочка, а своего рода такая вот, ну, я не знаю, чтобы закругление такое, чтобы, ну, аккуратненько было. И вот так вот по всей. Дальше продолжаем вязать столбиками без накида по клапану. Только единственное, что здесь по углам, там, где мы делали убавочки, мы провязываем 2 столбика без накида. Ну что ж, я провязала. Полностью теперь наш клапан аккуратненько выглядит полукругом. Вот, зафиксировала ниточки уже. Вот внутри у нас все аккуратненько, красиво. Вот, его нужно отпарить. То есть, чтобы ниточки все встали, чтобы гладенькое было. Я сейчас отпарю его, все аккуратненько сделаю. Вот, тогда оно не будет закручиваться, заворачиваться, все петелечки станут ровными. И этого достаточно для того, чтобы рюкзачок принял ту форму, которая необходима. Итак, я отпарила уже рюкзачок. Все очень ровненько теперь лежит. То есть никуда не сворачивается, ничего не закручивается. Вот, значит, и все стало мягенькое, такое вот приятное на ощупь. Теперь мы с вами будем одевать все детальки. Значит, сейчас мы на серединке оденем у кого кнопочка, у кого что, кто просто так вот будет одевать. Но в любом случае у меня есть, поэтому я буду одевать металлический такой застежку. Вот, и посерединке мы с вами выравниваем, и чтобы все было ровненько, и фиксируем нашу застежку спереди. Дальше на ремешки мы одеваем следующие застежки.
Вот так вот просто ровненько одеваем, пока и все. Пока мы не... Вот. Вот таким вот образом. Вот, чтобы не потерять. Вот. И теперь мы с вами будем привязывать, ввязывать, вернее, вот эти вот детали, на которые будут крепиться наши лямочки. Значит, как я, значит, привязываю вот это вот колечко. Значит, я смотрю, и вот в эти места, чтобы это было равномерно, вы уже смотрите на свое усмотрение, но я ввязываю вот так вот наискосок. Вот таким вот образом ввязываю. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. То есть я беру пряжу под цвет рюкзачка. Хвостик оставляю подлиннее. И вот смотрю, где меня устраивает так. Вот. Вот здесь. Нет, это слишком близко. Ну, вот здесь вот возьму. Где-то на полукруге мы с вами будем ввязывать металлический кружочек. Хвостик этот мы будем ввязывать, поэтому не спешим. Вот. И столбиками без накида. Вот за переднюю стеночку нашего бортика мы с вами будем делать обвязку. Вот так вот. Делать обвязку. Ввязывая при этом хвостик. И смотрю, достаточно ли я провязала. То есть, если еще вот, если опустить колечко, еще есть место, я еще ввязываю, чтобы не было вообще пространства. Вот так. Вот, теперь обрезаю, оставляю небольшой хвостик. Затягиваю. И теперь просто завязываю 2 хвостика узелочком. Вот так вот. И затем эти хвостики прячу. Второе колечко провязываем точно так же, чтобы было симметрично. Давайте это сделаем. Встретимся. Так, ну что ж, я уже одела замочек. Вот так вот он очень легко открывается и закрывается. Дальше сделала обвязку. Точно так же, как и это, симметрично. И уже пришила уже одну лямочку. Вторую лямочку я пришью вместе с вами. Смотрите, как мы делаем. Значит, мы опускаем его немножко ниже, чтобы не перекручивалась она. Одеваем лямочку. Затем вот в эту часть немного поднимаем вот эту вот верхнюю часть лямочки. И вот в это вот отверстие, мы должны продеть сначала с одной стороны. Вот. Затем опустить и с другой стороны. Вот так вот продеть между вот этой вот железной штучкой, которая посерединке. Вот. И сделать ее так максимально, чтобы вот так вот где-то небольшой кусочек, чтобы мы ее пришили. Все. И вот этот вот кусочек
который мы только что с вами сделали, мы его должны прошить полностью. Вот как здесь я прошила. Вот, просто взяла ниточку и прошила вот эту вот часть. Вот эта часть остается свободной, верхняя. Все. Вот, поправила. Все, теперь давайте пришьем вот эту вот часть с одной и с другой стороны крепко, чтобы держалась хорошо вот эта часть. Итак, вот я пришила последний штрих, последнюю деталь. Вот такие получаются у нас лямочки. Вот такой портфель спереди. И давайте с вами свяжем веревочку, которая здесь. Можно взять любой шнурочек, но я буду вязать. Я сейчас вам покажу, как я вяжу. Вот, а вы уже будете сами смотреть. Значит, вяжу я. Сейчас у меня Ализа Дива. Это будет пряжа. Пряжа будет вот такого вот цвета, под цвет приблизительно моих лямочек. Вот, так как у меня будет рюкзачок кошечка, вот, то я буду ее уже вязать под цвет, который мне нужен. Значит, я отмотала, так как это слишком тоненькая пряжа. Вот, вы можете взять любую тоже пряжу, вот, но желательно, чтобы она была скользкой, чтобы она очень хорошо скользила между петельками здесь. Поэтому у меня на данный момент Ализа Дива, вот, и я уже просто отмотала небольшое количество. Для чего? Потому что я буду вязать в 2 нити. И сейчас я вам покажу, как я буду вязать веревочку. Значит, как я измеряю? Измерить нужно то количество. Берем двойную ниточку и измеряем то количество, которое нам необходимо. Вот так вот. И меряем вот так и вот так. Вот я меряю немножко. Вот так вот я хочу. Ну, приблизительно. Приблизительно вот так вот меряю. Беру вот этот вот край. И таких еще 3 раза. То есть я в 3 раза, 3 сложения, можно сказать, отмеряю. Вот. И убираю этот хвостик. Это у нас будет хвостик, который мы будем тоже вязать. Вот. Беру я крючок 3 миллиметра. И делаю обычную, после того, как я измерила, обычную петельку, первую петельку. Затем я начинаю вязать веревочку себе. Захватываю ту ниточку, которая у меня вот здесь вот висит, которую я отмерила. И сквозь нее, через нее, вернее, провязываю, делаю нахлест и провязываю уже веревочку вот эту вот с общей и пряжи. Получается у нас вот такая вот веревочка. Не спешите, оно потом приловчится, и мне очень нравится. Она, во-первых, закручивается, и она такая закрученная получается. Она очень хорошо скользит между петельками, ну и более красивее, чем шнурочек выглядит. Хотя, ну, вы можете на свое усмотрение. Вот такая вот получается, шнурочек получается. Все нужно провязать полностью вот эту вот ниточку, вот этот вот хвостик, который у нас есть. И тогда у вас получится то количество, вернее, тот размер, который нам нужен. Давайте с вами провяжем до конца и посмотрим, какая у нас получилась веревочка. Итак, хотела показать, вот хвостик у меня уже заканчивается. Я довязываю полностью.
то есть до конца. И когда у меня остается маленький хвостик, стараюсь его придерживать. Вот, и вот этот вот хвостик, который остался, я одеваю его на крючок и провязываю все вместе. Все, и отрезаю ниточку и вытягиваю. Все, теперь завязываю на узелочек и обрезаю ниточку. Все, этого достаточно. Вот такая вот тесемочка у нас получается. Вот видите, она такая закрученная, и она очень хорошо смотрится, вот когда выглядывает из-под чехла, из-под клапана. Все, давайте я вам сейчас одену, зафиксирую все и встретимся. Ну что, мы закончили с вами рюкзачок. Вот так вот я продела. Видите, как оно закручивается и очень красиво и оригинально смотрится. Вот, закрываем, и эти веревочки вот так вот тоже украшают, можно сказать, рюкзачок. Давайте посмотрим сзади. Сзади тоже все вот продето. Продевала я вот в тот ряд, где мы с вами увязывали ручки, то есть лямочки и ручку. В этот ряд я и эту веревочку и вставляла, то есть в последний ряд получается. Вот. Все, вот такой вот портфельчик получается. Значит, чем мне нравятся лямочки, что их можно регулировать и на ребенка, и на подростка. Вот. Ну что ж, а теперь сделали мы с вами основу рюкзачка. И теперь вот этот вот клапан можно, естественно, разукрашивать и украшать так, как вам захочется. Ну а теперь давайте приступим к оформлению нашего клапана на нашем рюкзачке. Значит, какие материалы нам понадобятся? Значит, крючок нам понадобится номер 4, 2,5 и 3 миллиметра. То есть 3 крючка нам понадобится, 3 размера. Дальше нам понадобится 2 иголочки, ну можно одну, я имею в виду, что иголочка с тупым кончиком, и я буду шить с ярнар джинса, то есть черная и белая пряжа. Дальше нам понадобится цвет, значит, цвет толстый плюш под цвет рюкзачка. Вот. Дальше нам, так как у меня, я вязала лямочки другого цвета, то у меня будет этого же цвета и понадобится еще немного такой плюшевой толстой пряжи. Дальше нам понадобится тонкий плюш, тонкий белый плюш. У меня это азай, остаточек. Вот вы можете взять Dolce Baby, то есть любой тонкий плюш. Дальше нам понадобится джинс. У меня это полухлопок. Я взяла джинс белый и черный для вязания глазика. А также для оформления глазика у меня цвет Yarnard Baby Cotton. Вот такой темно-синий, такой васильковый, я бы сказала. Такой вот красивый, насыщенный синий цвет. Вы можете цвет глаз взять любой. Вот, но у меня это, я захотела темно-синий такой вот. Вот такие вот, такая пряжа нам понадобится.
Вот, и давайте приступим к вязанию. Значит, первое, что нам нужно связать, это по одной детальке я уже связала, теперь будем вязать вместе с вами. Это ушко, вот такое вот оно двустороннее. Дальше будем вязать белочек, будем вязать глазик и мордочку. Носик будем уже вязать вместе. Кстати, носик будем вязать с вами такого же цвета, как и ушки наши. Вы можете взять черные, если вы хотите носик черного цвета, можете взять черного цвета. Я буду вязать носик из вот этого, из такой пряжи. Ну что ж, давайте приступим к вязанию нашей кошечки и наших деталей. Итак, первым мы будем вязать с вами ушко. Вот такое вот оно двустороннее. И, значит, вяжутся две одинаковые детали, поэтому вторую деталь я связала, внутреннюю часть из этого же. Вставочки вы можете, кстати, делать тоже любые, любого цвета. А вот если это мальчику, кошечка, значит, это можно в синем цвете, в темно-синем или в зеленом, то есть на ваше усмотрение. Вот, значит, внутреннее ушко я связала. Теперь вяжем внешнее ушко. Я сначала вяжу внутреннее ушко. Почему? Потому что обвязка у нас идет цветом основным. Поэтому я сразу вяжу внутреннее, а потом, чтобы обвязывать сразу. Итак, без отрыва ниточки. Значит, набираем 2 воздушные петли. Беру крючок 4 для толстого плюша. И набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 7 столбиков без накида. Так. Один, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вы можете брать любое количество первых петелек, но оно должно быть нечетным. Почему? Потому что серединка у нас ушка должна быть остренькая, поэтому по бокам должно быть равное количество. Можете взять 5 или 9, если вы видите, что ушко вам нужно попышнее, то 9 можете набрать петелек. То есть уже будете смотреть на свое усмотрение будете. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И в первую петлю мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше мы провязываем просто 2 столбика без накида. Центральную мы провязываем то же самое, 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 2 столбика без накида. И в последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В первую петлю провязываем прибавку. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В центральную петелечку, чтобы ушко было остреньким, мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. И в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше делаем воздушную петлю. Вот такая вот деталь получается. Делаем обвязку вот здесь внизу, низ ушка. Так как у нас тут всего 3 ряда, поэтому мы провязываем 2 петелечки, 2 столбика без накида в
центральную и 2 с следующего бока. Так, ниточку ввязываем. Вот так вот. Все, вот такие вот 2 ушка получается у нас одинаковые. Теперь я прикладываю одно ушко. И крючочек вставляю сначала вот в розовую и ввожу в петлю серого и вывожу вот так вот, делая воздушную петлю. И провязываем обвязку столбиками без накида. В каждую петлю провязываем 1 столбик без накида. Довязываем до центра. И вот в центр мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. И дальше провязываем по одному столбику до конца ряда. Оставляем ниточку для пришивания и закрепляем ниточку. Все. Закрепляем ниточку. И вот 2 ушка готовы. Ой. Вот такие 2 ушка готовы. Теперь давайте вязать мордочку. Итак, я приготовила крючок номер 3. Тоненький плюш белый. И будем вязать с вами мордочку. Итак, набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка мы провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Дальше второй ряд мы провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. В каждую петлю прибавка. То есть в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Второй ряд вяжем таким 1 столбик без накида. В следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда еще 5 раз. В конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида. И дальше 4 и 5 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Итак, связала я вот эту вот мордочку. Вот такая вот у нас деталь получается. Теперь я беру черный джинс, тупую иголочку и буду вывязывать как бы усики. Усики на белой мордочке. Я ввожу в любое место и в хаотичном порядке просто делаю несколько стежков небольших, чтобы они не были такими широкими. Вот. Вот так вот вышиваю 2 стежками. Вот. Через одну петельку и в хаотичном порядке делаю 2 стежочка. Все, вывожу
И завязываю здесь просто, так как мы будем набивать мордочку слегка, то я просто завязываю узелочек и сюда у меня будет вовнутрь вкладываю. Все. Вот такая вот мордочка получается, 2 детали. Все, и давайте приступаем к зрачку. Итак, вот такой зрачок нам нужно связать. Вторую деталь вяжется таким образом. Беру белую ниточку и крючок 2,5. Делаю кольцо амигуруми. Делаю 2 воздушные петли. И в кольцо амигуруми провязываю 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, ну и так далее по кругу. Почему столбики с накидом? Для того, чтобы сэкономить свое время. Мы могли бы набрать 6 столбиков без накида, кольцо амигуруми стянуть. Если вы хотите, вы можете так сделать. И сделать 6 прибавочек. Будет тоже 12 столбиков. Ну, чтобы быстрее ускорять процессы, чтобы, ну, скажем так, быстро вязались детальки, можно делать столбик с накидом. Он тоже хорошо смотрится. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 12 столбиков с накидом и стягиваем колечко. Соединяем первую петлю предыдущего ряда. Так, теперь поднимаемся опять на 2 воздушные петли и провязываем 12 прибавок. То есть каждую петлю 2 столбика с накидом. Давайте провяжем. Так. Провязала я 12 прибавок. Опять соединительная петля у нас в первый столбик предыдущего ряда. Вот. Теперь делаем одну воздушную петлю. В эту же петлю провязываем 1 столбик с накидом, ой, без накида. В следующую 2 столбика без накида. Следующий ряд мы провязываем столбиками без накида и прибавки делаем через одну петлю. 1 столбик с накидом, следующую прибавка. Так провязываем до конца ряда. Должно получиться 36 столбиков. Давайте провяжем. Итак, провязали мы ряд. Делаем в первую петлю соединительный столбик. Все, обрезаем ниточку и затягиваем. Все, наши зрачки готовы. Теперь приступаем к лазику, к зрачку. Итак, берем черную пряжу, делаем кольцо амигуруми. Крючок я взяла 2,5. И делаем 2 воздушные петли. И делаем точно так же. В кольцо амигуруми провязываем 12 столбиков с накидом. Так, провязали мы 12 столбиков с накидом и стягиваем колечко. Теперь отрезаем ниточку и берем цвет нашего глазика. И уже в первую петлю мы делаем так. Первую петлю мы с вами просто соединительный столбик провязываем уже новой ниточкой. И делаем воздушную петлю. В этот же столбик, в этот же столбик провязываем столбик без накида. И дальше в каждую петлю мы провязываем прибавку. То есть каждую петлю 2 столбика без накида. Так. Так до конца ряда. Дальше мы соединяем
соединительной петлей фиксируем все ниточки и обрезаем. Давайте провяжем. Итак, вот я уже связала эту деталь. И теперь приготовила уже ниточку с иголочкой. Это джинс. И с вами вышьем блики. Ну, так как это кошечка, у нас она, скажем так, блик такой вот, я вышиваю такой вот длинненький. И тоже делаю 2 стежочка. Вот. И такой манюсенький делаю. Ну вот. Обрезаю ниточку. И просто внутри делаю узелочек. Обрезаем. Ниточки я все обрезаю, потому что пришивать мы с вами будем обычными нитками, чтобы они были незаметны, так как клапан у нас с обратной стороны тоже, ну, чтобы не было видно ниточек, мы будем шить обычными нитками. Все, теперь давайте начнем понемножку собирать наш клапан, присматривать, где у нас будут ушки, мордочка, глазки. Так, вот, наверное, их вот так вот. Ну и останется только носик. Ну давайте мы носик оставим, потом свяжем с вами. А сейчас мы с вами пришьем сначала белочки к зрачкам. Решила к вам подключиться. Одно ушко я уже пришила. А вот, значит, покажу вам, что с той стороны вообще ничего не видно. Вот, это еще надо почистить. Вот, второе мы пришиваем ушки, мы пришиваем наискосок. Я пришиваю по кругу несколько раз. Вот, для того, чтобы очень плотно держалась. Пришиваю я этой же пряжей, которая под цвет рюкзачка, чтобы не было видно стежков. Вот, поэтому выстраивайте так, чтобы ушки были симметричные, вот, чтобы они одинаково стояли, одинаково торчали. И вот пришиваю только вот за последний ряд, который я вязала. Вот, и давайте пришьем и второе. Итак, ушки я пришила. Вот такие вот они наискосочек. С двух сторон. То есть вот так вот они будут выглядеть. Теперь мы будем с вами... Пришила уже глазки. Глазки я пришила вот таким вот образом. Вот можете посмотреть. То есть зрачок у меня немножко вот смещен сюда. Так, пришиваем сюда. Мордочку нужно набить немного слегка и пришить сюда. Но прежде чем... В общем, сначала нам нужно пришить мордочку. Давайте с вами пришьем мордочку вот тут вот посерединке, где у нас просто не очень... Вот это посерединке. И теперь посерединке мы пришиваем с вами мордочку. Мордочку пришиваем по кругу. Уже одеваем обычную белую нитку с иголочкой. Вот, и постепенно прошивая, набиваем детальки. Деталь пришивается вот так вот вместе. Давайте пришьем и встретимся. Итак, вот я прошила уже нашу мордочку, щечки, или как это называется, мордочка. И теперь давайте с вами свяжем носик. Носик у меня будет такого же цвета, как и ушки, внутренние ушки.
Я так для себя решила, думаю. Вот, вы можете брать тоже любой цвет. Я беру 4, крючок 4. И будем вязать с вами теперь носик. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю прибавку. 1 столбик без накида и прибавку. В конце у нас получается 5 столбиков. Теперь делаю накид, разворачиваю вязание и провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И вот так вот, вот такой вот носик будет у нашей кошечки. Так, давайте обрезаем ниточку, фиксируем последнюю петельку. И смотрите, как мы будем с вами пришивать. Сначала пришиваем вот эту вот часть пришиваем. Затем прячем все ниточки вовнутрь. И уже пришиваем по вот здесь вот треугольничек. Эти ниточки прячем и пришиваем белой ниточкой. Белую ниточкой ничего не будет видно, поэтому давайте пришьем. Ниточки спрячем вовнутрь носика. Так, ну что ж, я вам покажу сейчас, как я пришила носик. Вот так вот я сначала пришила вот по верхней части и затем уголочки пришила. Вот такая вот мордочка получилась. Сзади ничего не видно. Вот, потому что мы обычной иголочкой с ниточкой шьем. И теперь нам осталось пришить только глазки. Глазки можно на любом расстоянии, думаю, так или вот так, или вот так. То есть выбирайте уже на свое усмотрение. Вот, давайте пришьем глазки. Тоже по кругу, тоже обычной ниточкой. Вот я беру, у меня обычная иголочка с обычной белой ниточкой в 2 сложения. Все, и я пришиваю по кругу. Давайте прошьем и встретимся. Ну что ж, дорогие друзья, значит, я пришила глазки, вышила усики и реснички. Здесь ничего не видно. Вышивала я между... Очень сложно вышивать, конечно, потому что я вышивала между ниточками. Старалась так, чтобы не было видно с обратной стороны. Поэтому это очень такой кропотливый труд. И ну, тоже не вижу смысла показывать это на камеру, потому что, ну, в принципе, вышивать реснички это не так сложно. Единственное, что я заводила иголочку. Сейчас вам покажу. Вышивала я толстой иголочкой. И брала я, вышивала вот так вот между ниточками брала. Вот, и тогда с этой стороны, с обратной, ничего не видно. Вот, поэтому вот такой вот котик получается. Вот, надеюсь, вот вам понравился такой мастер-класс. Приходите. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много мастер-классов. Вот, и надеюсь, вам было со мной интересно и все понятно. Ну, а на сегодня пока. Пока-пока.